Всем привет, дорогие друзья! После выпуска, в котором я рассказал про все модели знаменитого спортбайка Honda Fireblade, кто не смотрел, ссылка будет в описании, сегодня мы переходим и к его главному конкуренту Yamaha R1. В отличие от других производителей, ямаховцы помимо технических характеристик большое внимание также уделяли и дизайну мотоцикла, заставляя инженеров иногда попотеть, чтобы не нарушить красоту. Впервые спортбайк появился на свет в 1998 году и стал преемником Yamaha YZF 1000R Thunder Race, который позже стал позиционироваться как спорт-турист. Спортбайк получил абсолютно новую раму, полностью регулируемые подвески, включая уже перевернутую 41-мм вилку и, конечно же, переработанный двигатель, который выдавал 150 лошадиных сил и 108 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. В боевом состоянии при полном 18-литровом баке R1 весил 198 кг. В 2000 году вышел рестайлинг модели. Изменения немного затронули внешность спортбайка, которые улучшили аэродинамику на 3%. Топливный бак получил более удобные выемки для ног. Изменилось сиденье и положение подножек, сместив развесовку вперед. Выхлопная система стала титановой. Без внимания не остался и двигатель, который после доработок стал менее шумным. А мощность, хоть и осталась на прежнем уровне, стала более линейной. При этом снаряженная масса снижена аж на 4 кг и составляет 194 кг. Что, естественно, положительно сказалось и на управлении ракетой. Через 2 года был представлен очередной рестайлинг. Помимо внешнего вида, главным изменением стал новый двигатель, который поменял размерность, получил новые гильзы, а самое главное, обзавелся инжекторной системой питания, которая сгладила все резкие подхваты прошлой карбюраторной версии. Мощность была увеличена незначительно и составляет 152 лошадиные силы, а вот крутящий момент наоборот снизился до 105 Нм. Также мотоцикл получил и новую более жесткую раму Delta Box 3. Сниженная масса мотоцикла снижается до 193 кг за счет похудевшего до 17 литров бака. В 2004 году модель вновь обновляется, получая новый дизайн с характерной стильной выхлопной системой под сиденьем. Изменена геометрия рамы и распределение веса мотоцикла для снижения эффекта вилли. Новый двигатель с повышенной степенью сжатия и более коротким ходом стал уже выдавать 172 лошадиные силы и 107 Нм крутящего момента. Появляется система инерционного наддува Ram Air. Уже в базе мотоцикла оснащается рулевым демпфером. Передние тормозные диски увеличиваются до 320 мм и получают радиальные суппорта. Бак вновь вмещает 18 литров топлива. В 2006 году удлиняется на 20 мм задний маятник. Появляется проскальзывающее сцепление, а мощность увеличивается до 175 лошадиных сил.
В 2007 году спортбайк получает очередное обновление, немного меняется внешний вид. Однако больше изменения коснулись именно технической части. Yamaha R1 получает обновленный двигатель, который теперь вместо фирменных 5 клапанов на цилиндр имеет привычные 4. Степень сжатия повышается, появляется электронный дроссель и система, которая автоматически изменяет длину впускного коллектора, давая прирост мощности на высоких оборотах. Благодаря этому максимальная мощность повышается до 180 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Передняя тормозная система меняется на шестипоршневые радиальные суппорта и диски диаметром 310 мм. Сниженная масса повышается до 200 кг. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Максимальная скорость 299 км в час. — 2009 год ознаменовался крупным рестайлингом Yamaha R1. Меняется внешний вид мотоцикла, который многим поклонникам модели не зашел. Однако самым большим изменением стал абсолютно новый двигатель с крестообразным коленвалом. И вспышки разнесены на 270, 180, 90 и 180 градусов. Эта технология называется Crossplane и пришла из мира MotoGP. Данная конструкция не только наделила двигатель особым звуком, похожим на звук V-образного четырехцилиндрового мотора, но и обеспечила мощную тягу снизов, как у V-образного мотора, и рекордную мощность на верхах, как у рядной четверки. При этом мощность не сильно увеличилась и составляет 182 лошадиные силы и 116 ньютон-метров крутящего момента. Также мотоцикл получил 3 режима работы двигателя и новый электронный рулевой демпфер. Сниженная масса увеличивается до 206 кг. В 2012 году Yamaha R1 получает легкую модернизацию, которая затронула внешний вид. Спортбайк получил светодиодные ходовые огни. Также модель получает и систему трекшн-контроля. В 2015 году Yamaha выкатила абсолютно новую модель своего флагманского спортбайка. Мотоцикл получил иной внешний вид с отсылкой к гоночным прародителям. Новый двигатель с укороченным ходом получает повышенную степень сжатия и титановые клапана с коромыслами. Мощность увеличивается до 200 лошадиных сил, а крутящий момент снижается до 113 ньютон-метров. Снаряженная масса уменьшается до 200 кг, что дает соотношение мощности и массы 1 к 1. Тормозная система теперь комбинированная, а суппорта на 320 мм дисках становятся 4-поршневыми. Появляется куча различных электронных помощников. Вместе с обычной версией была представлена и модификация Yamaha R1M, которая отличается электронной подвеской Öhlins, пластиком из углеволокна, облегченными алюминиевыми колесами вместо магниевых на обычной версии, а также наличием гоночных систем. Бак здесь алюминиевый и вмещает 17 литров топлива. Последнее легкое обновление Yamaha R1 и R1M получили в 2020 году. Внешне мотоциклы стали еще больше похожи на супербайки из MotoGP, что дало снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 5%. Появилась модернизированная головка цилиндров и измененное расположение форсунок, что оптимизировало отдачу двигателя. Обновилась система электронного газа и система впуска.
Передняя вилка Каяба меняет свою начинку, а версия R1M получает новое поколение вилки Ollins. В 2022 году была выпущена и юбилейная версия R1. Сейчас за базовый спортбайк в Японии просят 2 миллиона 365 тысяч йен. Это по нынешнему курсу 15 700 долларов. Версия R1M стоит 3 миллиона 190 тысяч йен. Это 21 тысяча долларов.